Привет всем! Сегодня у нас говорилка. То есть те, кто умеют и любят слушать, пожалуйста, слушаем, а те, кто только смотрит, прошу извинения. Следующий ролик будет опять про лебедей, про котиков, и встретимся тогда. Итак, сегодня тема баскетбол. Почему баскетбол? Я высокий. Соответственно, когда-то в детстве, а детство это Советский Союз, это школа в Казахстане, и в Советском Союзе была система спортивного воспитания для школьников. То есть при дворцах пионеров были спортивные секции, при различных стадионах, спортивных залах также были спортивные секции бесплатные для детей, для школьников. Поначалу я ходил на легкую атлетику, то есть мне там определили прыгать в высоту и бегать с барьерами. Бегать с барьерами у меня получался, в высоту как-то я не очень прыгал. И в целом мне вот эти занятия по легкой атлетике не нравились. Не очень нравились. И параллельно я занимался в станции юных техников, было такое еще, где вот пилили, строгали, паяли, я паял. То есть я ходил на радиодело, радиокружок, где мы собирали всякие устройства, там учили схемы и так далее, так далее. То есть это тоже было очень интересно. И что такое, в принципе, детство в Казахстане? Сначала пару слов скажу про видеоряд. Значит, вы сейчас видите ночной Лас-Вегас и баскетбольный турнир в Лас-Вегасе. Это студенческий баскетбол. То есть я в свое время, занимаясь долго баскетболом, у меня была мечта увидеть настоящий баскетбол. Вот первый настоящий баскетбол я увидел в Лондоне на Олимпиаде. Это был финал Лондонской Олимпиады. США, Испания. США тогда победили. А после этого я регулярно бываю в Лас-Вегасе. В общем-то, на бокс не ходил, а посещал регулярно вот такие баскетбольные матчи. А там устраиваются турниры. Студенческий баскетбол в Америке это очень такое серьезное мероприятие. То есть это кузница кадров для NBA, для большого баскетбола. И, соответственно, есть на что посмотреть, интересно. Но обратите внимание не столько на игру, может быть, сама игра не всех заинтересует, сколько на то, какое это великолепное шоу. То есть это просто две студенческие команды играют. Но там оркестры этого соответствующих университетов, там группы поддержки, то есть это все целая индустрия. И огромное количество студентов, помимо учебы, занимается вокруг баскетбола чем-то. Ну ладно, продолжаем. Что такое было детство в Караганде, школьное детство? То есть начало 70-х это был еще бандитизм. То есть весь город был поделен на такие где-то дворовые банды, где-то такие побольше, несколько дворов, районные, квартальные, которые враждовали между собой. Это были постоянные какие-то драки. То есть если ты живешь, у нас двор был Бриковский, а рядом были Дунинские. Вот Бриковские с Дунинскими воевали. Соответственно, я к этому отношения не имел. Но если я шел по территории чужой, элементарно я нарывался на то, что мне начистят клюв, ограбят и так далее. И это регулярно, в общем-то, происходило. То есть там перемещение по городу было своеобразно. То есть есть по прямой ты можешь пройти, но ты по прямой пройти не можешь, потому что ты проходишь через 3-4 чужих территорий. Днем еще как-то, а вечером абсолютно исключено. Соответственно, ты садишься на автобус и как-то добираешься окольными путями, на тренировку. Так было. И я занялся баскетболом. Каким образом? Сосед на первом этаже, он как раз был баскетбольный тренер. И как-то он на меня, посмотрел, мальчик высокий, вроде там бегает, прыгает, и говорит: а ты не хотел бы баскетболом заняться? Я говорю: давайте попробуем, может понравится. И меня буквально сразу взяли на соревнования, и мы поехали в город Джамбул. Значит, что означала такая секция спортивная для школьника? Это, во-первых,
жизненный опыт, который был абсолютно новый. То есть ты, часть там 6, 7, 8 класс, ты ездил, летал на самолете там на соревнования, ты бывал в других городах, там гостиницы какой-то, то есть некоторая самостоятельность, некоторое принятие решений. То есть ты раньше взрослел, скажем так, ты получал опыт, который не получали твои одноклассники, твои сверстники. Помимо того, это было просто интересно. Ну, в течение там четверти я дней 10, 2 недели обязательно пропускал, ввиду того, что где-то там на соревнованиях участвовал. Детский спорт при Советском Союзе, все это, конечно, было такое по остаточному принципу, все это финансировалось, это на маленькие деньги все это существовало, то есть зарплаты тренеров были абсолютно, так сказать, нищенские, вот, и поэтому там хитрили, вот, спортсмены, мы получали талоны в столовую. Например, вот нам давали талоны, эти талоны, естественно, никто не ходил в эту столовую кушать, а в столовой можно было прийти и этот талон там за полцены продать за живые деньги. А в столовой с удовольствием это покупали и брали потом, естественно, из кассы вместо этого талона целиком, всю сумму. Вот. Кроме того, что выдумывали тренеры? Например, прилетаем куда-то на соревнования, вот, в гостинице берется вместо 4 номеров там, для команды, берется 2 номера. Ну, соответственно, все раскладываются по двое. Валетом мальчики легли, все, по двое на кровать. Потом на остановках, вот ездим, если по области, если не на самолете летим, а вот на автобусе, там, на первенство области, обязательно на остановке собираем билеты, у пассажиров собираем билеты и сдаем. То есть вот поехал на соревнования 10 человек, тренер отчитывается там, за 15 человек, предъявляет билеты, ну, соответственно, деньги на билеты и на все такое он получает. То есть, ну, это было такое. Я никого не осуждаю, это все было абсолютно нормально, потому что такая была жизнь. При этом там бывали, конечно, комичные случаи, то есть вот в том же Джамбуле мы там несколько раз были. Один раз мы попали в гостиницу, которая, что такое советская гостиница? Это удобство где-то в коридоре, там в углу, это вот по 4 койки в номере, и вот, это такое общежитие на самом деле, но это именуется города гостиница в центре города, самая лучшая гостиница города Джамбула тогда была. И нас поселили на 7-й этаж, вот так же по двое на койку, и зима, холод собачий. А если тебе захотелось ночью в туалет, то тебе надо одеться. По коридору ты не пойдешь вот так вот голым-то. Ты вот одеваешься, идешь куда-то там в конец коридора, что-то там вот, далеко. Народ креативный, мы, на балкон вышел, что уж ходить-то. Вот. И через 3 дня снег снизу под гостиницей стал желтый. Вот. Соответственно, администрация гостиницы там устроила разборку. Нам сказали, что так делать нельзя. Но я так не делал. Мне воспитание не позволяло, но ребята, так сказать, вполне делали. Потом регулярно, конечно, там был мордобой. Это само собой. Это Казахстан. Те годы, то есть, если после игры была отработана вся логистика, тренера знали, когда прийти, как забрать. То есть там местные, фанаты местных, естественно, должны были нас побить. Это считалось нормально. А наша задача была, как-то вот, что значит побить? То есть у нас, в общем-то, ребята, 10 человек, и не самые слабые-то. Но там на одного тебя приходилось 5-6 местных. Там собиралась толпа, человек 50-60. И вот иди с ними поделись. Вот, поэтому часто это носило характер такой эвакуации. То есть нас после игры буквально там все под охраной все выводили. Весело было. Итак, я провел вот с 6 класса по 10 в соревнованиях, в играх. Мы заняли как-то 2 место на республике. Играли хорошо, у меня был разряд там нормальный, у меня все это как-то получалось. Я был в стартовом составе в областном. И когда подошло дело к окончанию школы, тренер подозвал и говорит: ты куда идешь, в медицинский или в университет? То есть надо понимать, что никаких экзаменов, ты формально там приходишь, но вот ты можешь ничего не знать, вот, пустой лист сдать,
ты в институт поступаешь. То есть тогда в Советском Союзе вот профессиональный спорт, начиная с института, это уже был профессиональный спорт. То есть там вот эти студенты мединститута, а эти не только баскетбол, другие виды спорта, по которым команда институтская как бы вот отличалась, это все были профессионалы фактически. То есть они не учились. А часть из них потом продолжала какую-то карьеру, а часть из них просто выходила лечить людей. А при этом они вот за 6 лет в институте, они, естественно, не учили вообще ничего. Ну вот как-то так было. И мне тренер говорит, вот медицинский или университет, там вот 2 хорошие команды, выбирай куда, пожалуйста. Я ему говорю, ну, у меня вообще-то другие планы. Я хочу на радиоинженера учиться, то есть вот в Новосибирск. Вот, а тренер говорит, а как ты поступишь-то? Ну, спортсмен это значит, вот все, это такой, мячиком стучать может, а вот что-то думать нет, потому что по голове мячом часто попадал, и ну, какие там мысли-то. А я ему говорю, нет, я отличник вообще-то. Ну, как отличник? Ну так, я отличник, все, я сам буду поступать. Он удивился, подивился, ну, говорит, когда не поступишь, ты приходи, мы тебя вот в медицинский-то определим. Вот. Ну, ладно. Я, конечно, прилетел в Новосибирск, я там поступил, сдал по эксперименту 2 экзамена, 2 пятерки, и у меня уже билет обратный был после 2 экзаменов. То есть я знал, что на пятерке сдам, это вообще без проблем было. Но я обязательно пришел на спортивную кафедру со своими всеми регалиями. Там вот у меня были вот этот разряд удостоверения, у меня были какие-то дипломы о соревнованиях, вот 2 место на республике и так далее. Я пришел, говорю, что, ребят, вот мне поступить-то я уже поступил, а вот общежитие бы. То есть с общежитием в Новосибирске студенческой была труба полная. То есть студентов было раза в 2, может быть в 2 больше, чем мест в общежитии. Вот. Поэтому, а в Новосибирске что-то снять, квартиру, это, во-первых, дорого, на какие шиши, во-вторых, это очень трудно было. Там вообще с жильем, конечно, вот была засада при советской власти в Новосибирске. И было очень трудно. А поэтому я ему говорю, вот вы можете помочь с общежитием? Они говорят, вообще без проблем. То есть все, у тебя комната в общежитии, гарантия. И действительно, я потом, когда приехал уже учиться, да, в комнате, там у нас 6 человек было, 4-местный, на таких вертолетах, под кровать, под нижнюю, у меня было нормальное место. И так мы, в общем-то, учились. Что такое был институтский спорт? Во-первых, это было интересно, то есть это было какое-то занятие. Это были соревнования, то есть мы между институтами, потом межобластные какие-то тоже, это тоже были какие-то турниры. Это была гарантированная пенсия. То есть у меня абсолютно вообще не было никаких проблем с стипендией. То есть я стипендию получал вот всегда, при том, что я не учился. То есть я после 1-го курса в Новосибирске понял, что, пожалуй, я грубо ошибся с выбором специальности. То есть мне вообще не нравилось то, что я там учил. Я представлял себе немножко по-другому, я там все детство паял что-то там, но радиотехнический факультет, конкретно в Новосибирске, в этом институте, это была военная подготовка к радиолокации, вот в таким СВЧ всякие дела, тройные интегралы, распространение радиоволн в твердых средах. А профессора наши 40-летние, все лысые, ввиду этого СВЧ. Я понял, что попал не туда после 1-го курса. Но уйти сначала, попасть в армию, поменять специальность было нереально, я, в общем-то, не имел предпочтения и решил просто доучиться. При этом максимально, в общем-то, оставить голову не загруженной, чистой, свободной и максимально весело провести время. В общем-то, что у меня и получилось. То есть вот я играл в том числе в баскетбол. И у нас было очень интересно то, что наш тренер был одновременно 2-м тренером в женской команде «Университет». Это команда высшей лиги была, высшей баскетбольной лиги женской. И мы были спарринг-партнерами вот этой женской команды. То есть наша институтская команда, мужская, была спарринг-партнером вот этой женской команды. То есть это специально делалось. То есть для женщин играть с мужчинами это было такое сложное. То есть мы с ними играли на равных. Вот то мы выигрывали, то они выигрывали. При том, что они играли в высшей лиге, мы были обычная институтская команда.
То есть для них играть с нами было сложно, трудно. То есть мы выше, мы сильнее, в этом плане. Нам с ними играть было адски трудно. Потому что, обычно баскетбол, на самом деле, это достаточно жесткий спорт. То есть, когда вот ты прыгаешь, ты локтем получаешь там, соответственно, отвечаешь кулаком под дых, и вот все нормально. И вот эта борьба, она достаточно жесткая в баскетболе. Под кольцом там происходят всякие неприятности. Но, когда ты играешь с женщинами, ты под дых в ответ на локтем по физиономии ты и не дашь. Вот получаешь от нее локтем по физиономии и, уходишь. И ничего не сделаешь. Вот, поэтому играть с ними было трудно, но все было достаточно интересно. И так это в институте, в общем-то, продолжалось 5 лет. Я отыграл 5 лет, всегда имел стипендию, в общем-то, развлекались нормально. И баскетбол в этом плане тоже оставил очень хорошее о себе впечатление, воспоминания. И потом была работа по распределению. Там уже, да, я играл в заводской команде, но это было, во-первых, особенности то, что это военный завод. Во-вторых, там не было каких-то чемпионатов, даже республиканских не было. Были какие-то ведомственные игры, завод с заводом, что-то такое. Там, сказать, пару раз на автобусе куда-то ездили по Удмуртии. А в основном это было просто для себя, для души, собирались, играли, собирались, тренировались. То есть это уже был такой абсолютно любительский спорт для интересов. Что сказать вообще про баскетбол и вообще про детский спорт? То есть ребенка на спорт отдавать надо обязательно. Спорт воспитывает много положительных качеств, которые потом пригодятся в жизни. Во-первых, это чисто физическая подготовка. Кроме того, это некоторая целеустремленность, это некоторая борьба, в которой, в общем-то, воспитывается, закаляется характер. Тогда при Советском Союзе была создана некоторая система вот этого детского спорта. Были вот обычные школы, были спортивные школы. Спортивные школы Олимпийского резерва назывались. Там просто это уже такой профессиональный детский спорт. Там они уже относительно учились, они только тренировались на практике, ездили на соревнования. Но какая-то система была. Не знаю, что стало с этим всем сейчас. Есть ли там какая-то система вот такого спорта массового, сохранилась ли она. Тем не менее, я не люблю Советский Союз, не люблю то, что было тогда, но вот это некоторый маленький штришок, которому я могу поставить знак плюс в воспоминаниях о Советском Союзе. На этом все. Надеюсь, не утомил своими воспоминаниями. Надеюсь, шоу баскетбольное, которое вы увидели, понравилось. На этом все. Кликните, пожалуйста, котика, подпишитесь на канал и до свидания.